мы встречаем свою сестру, которая живет в Киеве, которая 2 суток пыталась сюда прилететь обратно. Вот. Даже не 2, а больше. У нее 2 детей, у нее муж гражданин Украины, он остался смело в Украине. Вот. И, конечно, это страшно, то, что происходит там. Первое, что хочу сказать, это просить, я не знаю кого. Ну, конечно, мы живем не в России, но, может быть, это кто-то увидит. Я думаю, что никто в России и на Украине, никто не хочет войны. Семинарға барғам, 21 ұшқамыз. Сол бүгін қайтып келдік. Қорқынышты болды ма? Енді аздап болды қорқыныш. Қай қаласында болдыңыз? Уман деген, Киевтен 250 шақырым. Қалай жеттіңіздер Польшаға? Сол өзіміздің консул арқылы жеттік. Соған хабарласып. Жол 25 шыққамыз. Осы қазіргі уақытқа дейін жол жүріп келеміз. Автобус нас вывез из Львова на границу. Также они организовали сопровождение, чтобы нас провезли мимо большей части очереди. Была машина полиции. Нас сопроводили, но все равно была отдельная очередь из автобусов, и мы застряли там на сутки. Когда мы перешли границу уже на польскую сторону, там нас сразу же покормили, там были горячий чай, там булочки. После чего нас погрузили в автобус и привезли в отель. Очень хороший отель, прям я бы в таком и не в качестве беженца жил. Прекрасный отель, там также было организовано питание. Мы там ждали еще остальных, мы дождали еще 2 автобуса и сели в самолет. Самолет Air Астана прилетел за нами, и вот нас вывезли. Расскажите об обстановке во Львове, когда вы его покидали. Что там было? Ну, во Львове активных действий нет. Там, примерно раз в 2 часа воздушная тревога, начинают звучать сирены. Мы были у консульства, мы также спускались в убежище, там рядом убежище, и ждали, будет что-то или нет. Так, Львов относительно спокойный город, кроме вот этих вот сирен, ничего там такого активных действий я не встречал. Бірінші үшітті өкіметтегі кісілерге үлкен рахмет. Сол жақтан эвакуация жасаған, одан кейін елшілікке үлкен рахмет. Барлық жағдайын жасап, автобуспен жеткізіп, ол жақта гостиница, қонақ үй бәрін, қалай айтсақ болады, бәрін ұйымдастырып, бәрін жағдай жасаған үлкен көп рахмет. We're very pleased, obviously, to be back, and thank you for coming to welcome us. Мы, конечно, очень рады вернуться, и спасибо вам всем, что пришли, чтобы поприветствовать нас. We came back this evening with 175 people being repatriated from Ukraine. Мы сегодня прилетели из Украины вместе с 175 пассажирами, которые были эвакуированы, репатриированы из Украины. One cat and one dog. Включая 1 кошку и 1 собаку. Sasha and I arrived in the Ukraine at midnight on Wednesday. Саша и я прибыли в Украину в полночь в среду. The bombardment started exactly 5 hours later, at 7 minutes past 5 in the morning. 5 минут шестого, получается, примерно через 5 часов после этого началась уже бомбардировка. And then at that point, Sasha and I, and our country manager, our country manager in Ukraine, Veronica. На тот момент Саша, я и наш представитель в Украине, Вероника. Veronica Bulovitska, who'd met us, in fact, that evening. We made our way to the embassy. Вероника Булавицкая, мы все вместе отправились в посольство. And we of course obviously immediately met in emergency the ambassador Darkhan Kaletayev. И, конечно же, мы там встретились с послом Дарханом Калетаевым в условиях этой чрезвычайной ситуации. And then during the course of the next several hours, we worked with the ambassador and his colleagues and our own colleagues back here in Almaty to set up the evacuation flights.
В течение следующих нескольких часов мы работали вместе с послом, с его коллегами, с нашими коллегами здесь, в Казахстане, по именно плану эвакуации. As you can imagine, this was quite complicated because a lot of people were very worried. There was a lot of bombing in the city. There was a lot of military activity taking place in and around the city, which we saw personally. And therefore, under this difficult situation, the embassy staff and ourselves worked on this evacuation plan. И вы можете представить, это была сложная ситуация, при которой нам и посольству пришлось работать над эвакуационным планом. Уже была военная активность, многие люди были встревожены, и мы своими глазами видели, как все это начиналось. So we all spent that night in the embassy. Эту ночь мы все провели в посольстве. By that stage, a lot of the first wave of evacuees had already arrived, so we all managed to sort of get a little bit of rest, not very much, and a little bit of food. The embassy staff were extremely helpful and hospitable. К тому моменту большая часть пассажиров для эвакуации уже прибыла в посольство. Мы смогли немного расслабиться, но совсем чуть-чуть. И хотелось бы здесь отметить содействие посольства, потому что они проявили очень большое гостеприимство и радушие. And the following morning at 7 o'clock in the morning, we left in a convoy of 15 cars from the embassy in the southwest of the city to Lviv, which, as you know, is the regional capital of Western Ukraine. Конвой из 15 посольства направился в сторону Львова. That was a very long trip. We had to be very careful which roads we take because the situation is very unclear and unsafe in the country. Это была очень долгая поездка, потому что нам нужно было очень тщательно выбирать пути перемещения с учетом ситуации именно по безопасности. But having left, as I say, at 7 o'clock in the morning, we arrived into Lviv, to the office of the Consul General of Kazakhstan in Lviv. We arrived there at 3 o'clock the following morning. Как я уже сказал, 7 часов утра, и в здание консульства Генерального Казахстана в Львиве мы прибыли в 3 часа утра уже следующего дня. So that took us, what, 18 hours to do that trip. То есть, соответственно, 18 часов у нас ушло на то, чтобы эту поездку осуществить. And just to give you an idea of the sense of this, the last 100 kilometers into Lviv, the last 100 kilometers took us 7 hours. Чтобы вы понимали, насколько сложной была поездка, получается, крайние 100 километров у нас на них ушло 7 часов для того, чтобы их преодолеть. We left the consul's office. We picked up another bus of evacuees at the consul's office, and we left Lviv at 4 o'clock. В консульстве к нам присоединился еще один автобус с пассажирами, которых нужно было эвакуировать, и затем мы утром опять выдвинулись в путь. And we arrived at the end of the queue, the column of people trying to get out the country at about 5:30. Где-то в 5:30, соответственно, мы прибыли к концу длинной очереди, которая образовалась на границе из людей, которые пытались покинуть страну. It then took us the best part of 12 hours to do the last 19 kilometers from that point up to the border crossing. На оставшиеся 19 километров до границы у нас ушло... Sorry, how many hours? 12. 12, почти 12 часов у нас ушло. And so we finally got out and into Poland, I think about 4 o'clock on Saturday afternoon. Соответственно, где-то 16 часов в субботу нам удалось уже оказаться в Польше. But, you know, the situation on the border is absolutely critical. Ситуация на границе, она абсолютно критическая. I mean, I've certainly never seen anything like it and hope never to do so again in my life. Я в жизни ничего подобного не видел и надеюсь, что мне больше никогда не предстоит такого увидеть. I mean, there are thousands and thousands and thousands of people trying to get across the border. Там тысячи и тысячи людей, которые пытаются пересечь границу.
But anyhow, we were able to get over, as I say, after a 12-hour wait. And I have to say that you know, it would have been a hell of a lot longer if we hadn't had some tremendous assistance again from the you know, from the Kazakhstan embassy embassy staff who were with us. Как я уже сказал, уж нас, тем не менее, удалось эту очередь преодолеть за 12 часов. У нас ушло бы на это намного больше времени, если бы не та потрясающая поддержка, которую нам оказал посол и все сотрудники посольства. And I'd particularly like to thank Sergei Konovalov, who's the minister counselor of the embassy. He's still in Poland at the moment, but I'd particularly like to thank him. He really was able to speed up our process through what is basically a column of refugees. Особенную признательность я бы хотел, пользуясь случаем, выразить Сергею Коновалову, советнику посольства, за его поддержку. Он до сих пор находится в Польше и выполняет работу именно по эвакуации наших граждан. A lot of other people from the embassy as well, incredibly helpful. I can't remember afraid all their family names, but Asselbeg, Duman. The latter of those is the head of security at the airport, and when he got out of Poland, he went straight back into Kiev. Фамилии я уже, к сожалению, сейчас не смогу вспомнить, но много других сотрудников посольства, аэропорта, Асселбек, Думан, они все нам оказали очень большую поддержку. And I'd just like to just remind everybody, the ambassador is still there, coordinating the efforts with Veronica to coordinate, you know, the buses out to the west and across the border and onto the relief flights. So the ambassador is still in the embassy. Doing that, despite the fact that obviously the situation in Kiev is evidently getting more and more critical. Хотелось бы отметить то, что несмотря на то, что ситуация в самом Киеве становится все более критичной, посол до сих пор там находится и координирует работу по эвакуации наших граждан с Вероникой именно по транспорту, по тому, чтобы люди могли собраться и уже осуществить этот эвакуационный план. So finally, of course, obviously we got to Katowice in Poland. We had organised, Sasha here had organised ground services staff from Aerostana airports in Europe to set the station up. It normally takes several months to set up a station, but of course we set it up in 48 hours, and that's how it operated. Заключительная часть нашей поездки, мы наконец добрались до города Катовице, и там Александр при помощи наших коллег из европейских аэропортов именно наладил работу станции для обслуживания наших рейсов. В нормальных условиях на такую работу уходит несколько месяцев, но учитывая ситуацию, нам удалось это сделать всего за несколько часов. So we got the first flight out at 10:30 today. The whole airport system at Katowice worked very well. 10:30 сегодня вылетел первый рейс. Все системы аэропорта Катовице, они налажены. We'll have the second flight going out 11 o'clock. It's about 11 o'clock now. Midday, yeah. The second flight will be going out at midday. To pick up the next people who are presently in that refugee column on the Ukrainian side. Завтра в полдень туда направится уже второй рейс для того, чтобы забрать тех пассажиров, которые уже этот путь смогли преодолеть, вот эту очередь на границе. And we're going to continue these flights until we got everybody out. И мы будем продолжать выполнять эти репатриационные рейсы, пока всех до единого оттуда не вывезем. And it is difficult. I mean, you know, it was bad enough when we came out, and as we all know, we're all watching the news, and the situation is getting worse and worse. So it's not easy to organize this collecting of people and transporting them out to the western border. Хотелось бы отметить, что очень сложный процесс для того, чтобы всех людей собрать и именно границу на западе пересечь, потому что даже нам это далось с трудом. Вы, наверное, все смотрите новости и видите, что ситуация только усложняется. But as I say, you know, we've got the system set up now, both in terms of the passage through, hopefully safely, and of course the airport at Katowice. So we will continue with these flights.
Но, как я уже отметил, система сбора пассажиров на границе и в аэропорту Катовице по обслуживанию рейсов, она более-менее налажена, поэтому мы надеемся, что дальше будет это все проходить более-менее.